Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это короткая пошаговая инструкция по решению проблемы с библиотекой OpenSSL в проектах для Android. В качестве примера я предлагаю приложение, которое будет использовать некий внешний источник для, допустим, отображения, для проигрывания музыки и отображения картинок с исполнителями или альбомами и так далее. Ну, допустим, я здесь создаю элемент image, не знаю, называю его image. Источник пока у меня нету. Я растягиваю это на весь экран пока что для простоты. Выбираю тип заполнения, fill mode. И, собственно, и все. Теперь, что касается источника. Ну, давайте в качестве источника у нас будет сервис Deezer. И здесь можно сделать запрос по исполнителю. Ну, допустим, Beatles. Да, Beatles. Оп, мне вернулись данные по исполнителям различных. И, в частности, картинка группы Beatles. Отлично, я беру ссылку, добавляю сюда, сохраняю, пробую запустить. И мы видим, что все прекрасно отработало. Теперь то же самое, но только я соберу под Android этот проект. Так, запускаю. Это мой телефон, подключенный к компьютеру. Так, и мы видим, что картинка не отобразилась, а вот здесь мы видим в логе, что у нас инициализация TLC инициализация не прошла. То есть наш OpenSSL не заработал на Android. И если мы посмотрим в документацию, здесь прям есть такая статья, как добавить OpenSSL поддержку в Android. Здесь нам говорится, что по правовым соображениям, из-за того, что в некоторых странах есть ограничения на использование OpenSSL, в дистрибутив Qt он не включается. Здесь инструкция подробная о том, как собирать самому библиотеки SSL, OpenSSL. А вот здесь ссылочка на проект, на GitHub, где есть предсобранные библиотеки. Итак, я скачиваю, но сейчас ну хорошо, ладно, скачалось у меня две версии. Ничего страшного. Так, я разархивировал папку. Положил ее в папку проекта. Уберу вот это лишнее мастер. Смотрим, что у нас написано в инструкции. В инструкции написано, что в проект необходимо добавить вот эту строчку, подключить файл PRI. Давайте подключим. Пути у меня здесь никакого лишнего нету. Эту часть я убираю. Вот, ссылка стала активной. Отлично. Я пересобираю проект. А пока он пересобирается, мы можем посмотреть, что в этом файле PRI. А в нем, собственно, по условию версии Qt и того, какая у нас архитектура Android, выбираются те или иные предсобранные библиотеки OpenSSL. То есть все достаточно просто. И мы смотрим, все запустилось, картинка отобразилась, то есть OpenSSL у нас заработал и удачно присоединился к дистрибутиву. На этом все, спасибо, до свидания.